спадают маски, искусственность какая-то, и люди начинают проявлять себя такими, какими они где-то забыли, какие они есть на самом деле. И в какой-то момент я понимаю, что я живу в волшебном мире. И это такое счастье, что у меня есть возможность быть в этом волшебном мире. Ощущение, что ты все время говоришь оттуда, ты все время проживаешь все, что происходит именно оттуда, из вот потока, из вот этого покоя, из глубины. Позже, в конце марта, мы поехали проводить сатсанг в Санкт-Петербург. Сатсанг проходил очень интересно, очень здорово, и поток был очень-очень сильный. Люди прям подходили и говорили, что настолько много света в глазах, что невозможно даже смотреть. Очень сильная стена этого света. И некоторые из них даже как-то немножко отстранялись, отходили, потому что было им дискомфортно. Вот. Поток был очень сильный. И что я поняла во время вообще этих событий, которые разворачивались один за один, это то, что все вообще, что нам, например, не нравится в другом человеке, что мы думаем, что это только его качество, на самом деле это все есть в потоке, это все вот в этом источнике, из которого все происходит. Там есть любые качества, которые вообще нам нравятся, либо не нравятся в других людях. И именно оттуда все это происходит. Но дело в том, что так уж сейчас происходит во всем мире, у человечества, что мы очень много выставляем вот этих граней закрытия, что мы все время отделяемся и дробим, что это не мое, что вот это ко мне совсем не имеет никакого отношения. А на самом деле это все есть в нас. Самое главное, что чем мы пользуемся. То есть во всем мире есть все вообще, все, что нужно сейчас, индустрия развлечений и много-много всего, и вообще вот эти качества. И все, что есть, это все создано вот этим светом, вот этим источником. Но очень важно, что именно оттуда мы берем, какие качества. И вот в школе мы как раз-таки учимся брать те качества, которые относятся к Богу, к душе, потому что мы вообще вся одна душа. Мы просто осколки вот этой одной души, мы разделенные эти осколки, и мы сейчас должны соединиться в одну душу. И получается, что чем быстрее мы начнем это осознанно все делать, чем больше мы преодолеваем сопротивлений по соединению, по сближению, тем быстрее идет рост. И вот таким образом, когда мы были в Санкт-Петербурге, было вот это настолько сильное погружение в эту свою природу, настолько интересное состояние, настолько приятное, что у людей прямо на сатсанге начали происходить открытия. Кто-то плакал, то есть пошли очистительные процессы. Но самое удивительное то, что до этого, еще до сатсанга, у меня началось постоянное проживание вообще всего происходящего. Вот человек говорит, процесс говорения, то есть я сама процесс говорения, я все это проживаю, другой человек говорит, процесс проживание постоянный. Полетела бабочка, тут же в душе, внутри меня происходит реакция происходящего на эту ситуацию. И вот таким образом у меня происходит диалог, постоянный диалог вот этого внешнего, что я вижу, и внутреннего проживания. И это, конечно, необыкновенно, потому что открываются такие грани проживания, которые раньше я не испытывала. И очень удивительно, когда ты вот в этом покое, в этой своей глубине, и ты все время действуешь оттуда, и когда, например, ты достаешь оттуда, из этого источника, какую-то эмоцию, она просто оттуда вырывается на какую-то ситуацию, ты это видишь. Ты видишь, как вот в данной ситуации на это происходящее у тебя оттуда пришла вот эта реакция. Но ты это видишь, и потом же, если вдруг она тебе не совсем как бы близка, потому что
вообще состояние нашей природы, наше естественное состояние — это любовь, это вот счастье, это бесконечная отдача, отдача всего, что есть в этом источнике, в этой нашей природе, все самое лучшее. И когда, например, я просто работаю с детьми, и дети, конечно, очень сильно помогают прорабатывать программы, взрывать эти программы, потому что они искренние, но в то же время у них уже нарабатывается вот этот кокон эго. И это все очень видно, и дети вообще транслируют то твое внутреннее состояние, которое ты сейчас им передаешь. И очень здорово, когда, например, человек либо ребенок, он находится в своем состоянии, в том, в чем он сейчас. Когда ты находишься рядом с ним какое-то время, это там в транспорте можно ехать, либо просто с детьми ты рядом находишься, и вот через вот эту трансляцию они тут же дают тебе обратную связь. И получается такой как бы диалог, постоянный диалог с этим миром, с этой жизнью, которая здесь протекает, здесь происходит это все. И ты видишь, где ты сейчас, что ты транслируешь, потому что именно вот это внешнее — это показатель того, с какой глубины ты сейчас все это транслируешь, где ты находишься. Либо ты где-то увлекся, может быть, какими-то процессами рабочими, потому что мы точно так же совершаем в социуме действия, мы точно так же остаемся там дочерью, воспитателем, там, программистом, еще кем-то. И будучи вот в этом состоянии, очень интересно наблюдать, как жизнь тебе показывает, чем ты наполнен. И буквально месяц назад, 5 мая, перед тем, как у нас начинался ретрит, к обеду я почувствовала очень сильный поток, и меня накрыло состояние счастья. То есть внутреннее состояние мое стало счастье. Больше ничего, только счастье. И когда вдруг мне нужно совершать какие-то действия в жизни обычные, то это переходит в такую тихую радость. Но я знаю, как углубить это состояние покоя. Я через тишину погружаюсь в покой вниманием, и вот это состояние, оно усиливается. И вот это состояние счастья, оно творит просто очень интересные такие ситуации, когда люди, находясь рядом со мной, через какое-то время могут просто начать смеяться. Им какая-то ситуация кажется очень смешной, или они вспоминают что-то и начинают смеяться от этого. Могут просто откладывать телефоны, то есть они начинают как-то смотреть по сторонам. Но самое главное, что они оживают. Это очень видно. Это видно, что они спадают маски, искусственность какая-то, и люди начинают проявлять себя такими, какими они где-то забыли, какие они есть на самом деле. И ты сам становишься ребенком. Ты очень похож как ребенок, который видит там какую-то птицу, либо собаку, либо там самолет, вертолет летит. И у тебя внутри вот это состояние такого детского непосредственного счастья, когда ты можешь вот так просто удивляться всему, что здесь происходит. И в какой-то момент я понимаю, что я живу в волшебном мире. И это такое счастье, что у меня есть возможность быть в этом волшебном мире. И это очень-очень непередаваемое счастье, когда ты просыпаешься утром, и тебя накрывает уже это состояние. Ты только открыл глаза, ты уже в состоянии счастья. Ты целый день проживаешь в этом состоянии счастья. Но это состояние счастья бывает настолько тебя накрывает, что кажется, тебя просто сейчас разорвет от этого счастья, и просто наружу вырвется вот этот свет. И все. Потому что там внутри есть вот этот свет. Кроме него ничего нет. И вот этот свет, энергия вот этого сознания, души, она как раз-таки и создает все здесь. И я очень четко поняла, что действительно мы очень много тратим энергии на какие-то
вещи, которые можно облегчить. Например, я перестала заполнять вот эту форму, ум, который есть у нас, я перестала заполнять делами, которые мне нужно совершить. Я просто беру и все записываю. И потом постепенно эти дела убираются, то, что выполняется. От этого легче. Но появилось определенное еще состояние легкости. Настолько легкий, настолько ты открыт этой жизни, и через меня стали... Вот мы с детьми можем просто, они там что-то скажут, у меня приходят какие-то песни, я начинаю петь эти песни, там готовишь завтрак, тоже приходят какие-то песни, и ты поешь, там могут стихи какие-то всплыть, могут какие-то шутки прийти, и ты все время вот открыт этому, ты не боишься проявить себя и так. То есть ты можешь вот так проявить, ты можешь где-то сказать кому-то какое-то слово, которое человеку, может быть, не понравится, но ощущение, что ты все время говоришь оттуда, ты все время проживаешь все, что происходит именно оттуда, из вот потока, из вот этого покоя, из глубины себя. И глубина это, конечно, она очень большая, и она вообще безгранична, она не имеет границ, она бездонная. И это очень хорошо ощущается. И был такой момент, когда во время ретрита, вот в этот период, было очень тяжело от этого состояния счастья. И тогда приходят напоминалки, что сейчас ретрит, что там ребята, там приехали люди, которых мы пригласили на ретрит, которым мы сейчас передаем эти знания, рассказываем и даем почувствовать, как же это здорово жить в этом состоянии, почувствовать свою природу, вспомнить, кто мы. И когда происходили такие моменты, что мне было тяжело даже на физическом, тело физическое, оно реагировало на то, что происходит на ретрите. Напоминала себе, что да, у нас сейчас ретрит. Напоминала, что ой, это оттуда пришло состояние такое, значит, нужно помочь вниманием туда на ретрит. И я тогда вспоминала ребят, которые у нас сейчас на ретрите, инструкторов, которые там, я им посылала это счастье, состояние счастья, посылала людям, которые приехали, видимо, что им там тяжеловато, и значит, им нужно помочь через это состояние счастья, радости, непосредственности. И вот это шла такая трансляция. И были моменты, когда мне было очень, прям вот от этого счастья было так здорово, и люди, которые вокруг тебя, они в этом состоянии, и так хорошо, что ты просто хорошо, тебе ничего не хочется делать, не хочется никакие программы делать. Какие программы? Вообще не понимаю, зачем их делать. Так хорошо в этом состоянии, так необычно, так вообще здорово, просто очень. И в этот момент я очень благодарна жизни, что в этот момент приходят подсказки. Жизнь мне напоминает о том, что ретрит, о том, что сейчас там надо внимание обратить на ребят. И я тогда там смотрела на время, сейчас 12, сейчас у ребят там индивидуальная программа, они там сейчас на улице ходят. Потом раз через какое-то время, там 2:30, у них сейчас программа дневная. И ты вот это внимание переключая, делясь этим состоянием, еще больше наполняешься. И этот поток, он настолько сильный, настолько мощный, что как горная река. Его бывает очень тяжело прям выдержать, и это так ощущается на физике. Он такой мощный, такой сильный. И тогда можно только я только его пропускаю. Просто пропускаю, потому что я вот этот проводник, который пропускает вот этот поток. И мне очень помогает, когда я ухожу глубже туда, в нашу глубину, ухожу глубже. И оттуда все смотрю, как это происходит, как это
как этот мир волшебный, что в этот момент происходит. И вот так вот меня только и спасает это состояние, это выручает меня. Потому что если сопротивляться этому потоку или как-то пытаться замедлить его скорость, это очень болезненно, это сразу ощущается на физике. Поэтому я нашла какие-то ключики, которые мне помогают. И вот когда ты вот делишься этим состоянием, неважно с кем, с ребятами, ты просто вспоминаешь кого-то из команды, даже оно приходит тебе самому, это имя, ты делишься этим человеком, ты начинаешь его представлять или просто начинаешь как бы настраиваться на то, что с ним происходит, и делиться этим состоянием. Люди стали звонить и просить меня о встрече. И бывает, что они просто часами могут мне рассказывать, что с ними происходит, что они сейчас проживают, какие ситуации. И находясь в этом состоянии, через какое-то время, помогая человеку войти в это состояние, поделиться с ним этим состоянием, человек через какое-то время он начинает смеяться, начинает улыбаться, ему становится легче. И помню очень такой интересный момент, когда во время утренней программы на улице, у нас сейчас утренние программы, мы делаем их на улице. И я присела на остановку, на скамеечку, чтобы сделать очередной элемент. И в это время мимо остановки шел мужчина. Он прошел, мельком бросил на меня взгляд, потом вернулся, стал смотреть очень пристально. Смотрел, а потом говорит: обалдеть, какая счастливая. Говорит, как только что родилась. И стал дальше продолжать смотреть на меня, разглядывать, и было видно, что у него несостыковки, что человек может быть просто вот так счастлив. Он смотрел, мы смотрели друг на друга, и через минуту где-то он все-таки преодолел вот это состояние свое, он пошел дальше, и я слышала, как, отойдя, он сказал: обалдеть. И когда люди видят нас, кто вот учится в школе, у них бывают такие эмоции, потому что видно, что человек другой. Видно, что с ним он отличается от тех людей, которые очень сильно идут по программам, которые живут только тем, чтобы в погоне за своими желаниями. И я очень хорошо помню, как был такой момент, когда в этом состоянии счастья очень хорошо и настолько хорошо, что тебе вообще не надо и не хочется никаких желаний. У тебя все это отваливается настолько, что даже не хочется выполнять упражнения, элементы. Тебе просто хочется быть в этом состоянии. Всегда. Оно и так у тебя есть, но тебе хочется еще как бы больше в нем быть. И в этот момент, когда было вот настолько хорошо, что прям очень тяжело выдержать, в глубине души я услышала такой тихий голос, который сказал: нам дальше, нам дальше. И тут же сразу пришло такой ретрит, и все. И ты переключаешься на ретрит, на помощь, и это вытянуло. И тогда ты уже начинаешь ты нарабатываешь силу, чтобы уметь дружить с этой силой.